Друзья, всем привет! У нас новая вылазка в зону. Снова заброшенное село. Я вам сейчас покажу, как оно выглядит спустя 40 лет после аварии. И вы увидите, как природа забирает свое у человека. Потому что я как будто бы нахожусь в каких-то джунглях. Вот это все, что осталось от центральной широкой улицы. Посмотрите, какая маленькая узкая колея. И здесь, возможно, когда-то здесь ездили лесники. Я не вижу ни одного свежего следа. А дом, посмотрите на это. Вот там в кустах притаился чей-то дом. Полностью зарос деревьями, как будто бы его вообще нету. С дороги вообще не увидишь. Вот так получше немного с этого бока. Но он без крыши. И рядом вот такой сарай. Я туда вглубь пока не пойду. Хочу найти что-то поприличнее, если получится, конечно. Я иду, и мне все время кажется, что за мной кто-то идет. Хотя, в принципе... О, посмотрите, кто полетел. Какая птица огромная. Это что, орел какой-то? Вы видите? Вот это верный признак, что здесь люди вообще не ходят. Потому что такие птицы любят селиться подальше от людей. Атмосфера зоны. Это видео я вставлю чисто поржать. Я иду, хотела приехать в супер сохранившееся село, а здесь ни одного целого дома. Вот такие дела. Вот так вот встречает нас зонка. Ни радиации, ни целых домов. И я не знаю, что мне делать. Я сюда вперлась 2,5 часа, чтобы увидеть разрушенные заборы. Как-то так. Немного юмора в наши видео добавим. Да, так бывает. Нормальные дома еще нужно найти. Не все так просто в нашем сталкерском деле. С каждым годом и все труднее и труднее становится что-то снимать интересное. Природа неумолима. Она с каждым годом все больше и больше отвоевывает свое пространство обратно. Поэтому мы будем искать. Обязательно. Кто ищет, тот всегда найдет. Посмотрите, какой-то подпол. Давайте глянем, что там. Как туда пролезть-то? Давайте в обход. А там пусто. Там пусто. Смотреть не на что. Вот. Только комарики. Я иду по карте. Тут какой-то перекресток. Но вроде тишина. Никого не видно. В какую глухомань мы с вами забрели. Ни единой души. Такой вот асфальт. Мать-мачеха. Идем дальше. И вот такая вот асфальтовая дорожка, которая вначале была более-менее. Все, она заканчивается грунтовкой. И здесь никто не ходил. Очень-очень долгое время. Связи у нас просто ноль. Только по картам. Эту местность я знаю плохо, поэтому надо быть максимально внимательной, чтобы никуда не забрести, не заблудиться и не утопнуть здесь в болоте, потому что здесь высокая вода, весна. И мы куда-то идем, я сама не знаю куда. Есть ли там вообще что-то интересное или нет.
пока не видно. Ну, естественно, я заблудилась. Я прошла свой поворот. Хорошо, что ушла метров на 200, на 300. Вовремя спохватилась, посмотрела карту. Теперь иду обратно. Радует одно, пока никаких признаков того, что здесь кто-то, какие-то менты или охрана. Следов свежих я не вижу от машины. Но такая дорожка, что периодически по ней кто-то ходит. То есть она не совсем заросшая. Все равно будем предельно внимательными. И потом никто не отменял то, что здесь могут быть и мины какие-нибудь, и растяжки. Это все тоже опасность может представлять. Все, сейчас возвращаюсь на свой маршрут. Вот что значит съемки без постановки. Вот кто-то нам все время пишет в комментариях, что мы постановку снимаем, или мы не в зоне. Нет, ребята, тут я ехала смотреть какое-то супер сохранившееся село, а в итоге, видите, заблудилась. Пока никакого супер сохрана я не вижу. Все как есть вам показываем, как происходит чистый лайф. Как погружение максимальное в нашу сталкерскую атмосферу, как есть, так и показываем вам, без всяких прикрас. Вот такой вот контент у нас сегодня. Но я уверена, что мы чего-нибудь найдем. Я знаю это. Я надеюсь, что зона будет к нам благосклонна. Снова вот так вот асфальт переходит в грунт и далее в лес. Смотрите, какие-то патрули здесь все-таки ездят периодически. Трава примята. И такое ощущение, что кто-то не сегодня, но может быть позавчера или пару дней назад здесь все-таки проезжал. На машине, кажется. Так. Вот здесь остаток асфальта. Дальше нам вот сюда. Вот эта дорога наша. Вот она. Снова вышли на асфальт. Вот в таком вот сейчас состоянии. Ну, здесь разве что только сталкеры какие-то прохожие ходят. Машина здесь уже не пройдет. Или кто-то на велосипеде, если захочет. Все завалено. Ну, однако, вот смотрите, еще кто-то лесхоз, наверное, заезжает. Попиливают здесь деревья. Знаете, это мне напоминает дорогу, когда мы с Губина забрасывались. Вот там есть такое село Каменка, а дальше село Ивановка. Ну, кстати, сгорело в этом году совершенно недавно. Вот были пожары. И село Ивановка, которое рядом с Ужом, оно сгорело. Оно было на берегу Ужа. Мы там были, у нас есть видео, где мы там отдыхаем, гуляем. Вот мне напоминает эта дорожка с таким старым асфальтом. И как будто бы мы с Людмилой топаем в Припять. Вот так. Мне очень нравится. Даже несмотря на то, что с охраной я пока здесь не нахожу, атмосфера здесь просто потрясающая. Ну вот свидетельство того, что здесь машины не ездят вообще, это вот, значит, можно чуть-чуть выдохнуть, что хотя бы нету патрулей таких. Здесь, в принципе, я не вижу свежих следов. Вот такая вот у нас дорога.
за 40 лет, ну, можно сказать, за 38. Или как, не за 38 даже, а за 36. Потому что это село отселили чуть позже. Оно, по-моему, в 90-м году было выселено. Я хотела сказать, что это село было позже отселено, в 90-м году. Потому что когда начали уже проводить контрольные замеры радиации и дозразведку, не только 30-километровой зоны в окружности ЧС, как по циркулю, но начали уже выходить за рамки и смотреть, как в порозе ветров распространялись радиоактивные осадки. И вот это село, оно очень грязное. И его в 90-м году пришлось выселить. Отселили людей всех, а вот я уже вижу дома. Сейчас зайдем, посмотрим. Пробираемся чаще леса, чтобы подойти поближе. Главное, не упасть в какой-нибудь колодец. Но этот дом без крыши, вряд ли здесь что-то сохранилось нормально, но здесь хорошие наличники. Смотрите. Вот он какой. С резными наличниками. Без крыши, без окон, без дверей. В середине все повалилось. Малина растет уже. Пойдем обратно на тропу. Бутылка хрустнула подо мной. Наслаждайтесь звуками природы. Это что-то невероятное. Смотрите, впереди просто какой-то тоннель из деревьев. Многие не верят, что я одна хожу. Вот вам круговая панорама. Думают, что за мной носят сумки, рюкзаки и еще куча операторов. Операторы? Ну где? Где носильщики и операторы? По кустам, наверное, прячутся. Вот так. Все сами. Все своими ножками, все своими силами. И, кстати, ручки-то уже, плечи уже отваливаются от рюкзака. Солнце начинает пригревать. Главное не потерять ключи от машины, потому что как я отсюда уеду потом? Будет проблематично. Все. Идем дальше.
нормально уже так начинает фонить. И тропа становится все уже и уже. Видно вам? Она превращается уже в одну колею. Вот так. Вот здесь продавленный протектор, но это не совсем такой свежий свет, но все-таки кто-то здесь проезжает. Это у меня будет многокилометровый поход, пока я найду себе место для привала. А я уже прошла километров 10, наверное. Сейчас какую-нибудь найдем хатку подходящую. И там отдохнем, сделаем покушать. Потом пойдем дальше. Старая линия электропередач. Старая лепка, опора. Даже с фонарем она когда-то была. О, смотрите, неожиданно, да? Я уже потеряла надежду, а здесь нас встречает какой-то дом. Тоже без крыши. Одинокие окошки. И знаете, что заметила? Здесь абсолютно нету никакого мусора. Обычно, ну вы сами знаете, такие села, которые рядом с населенными пунктами, они все завалены мусором. Здесь чистота. Ни фантика, ни бутылки, ничего нет. Просто это очень радует. Дикое место. Конечно, Сохран пока меня не радует, но меня радует, что здесь вообще никого нет. Ни отдаленной машины, ни грязи, ни мусора. Это такая благодать. Просто ты оторван от цивилизации, от мира. Ты находишься сам по себе, вот так вот, наедине с природой. Рассчитываешь только на свои силы. Связи здесь нет никакой. Если что случится, ты можешь рассчитывать только на себя. Поэтому вот мне нравится вот эта атмосфера, даже пускай нету какого-то Сохрана, но зато ты чувствуешь, что ты просто один на один с этой природой остаешься, вот с этой всей вот красотой. Так что какие-то такие мысли посещают мою голову, пока я иду. А тем временем уже хочется сделать привал, потому что иду я довольно-таки долго. Я почему-то питаю огромную любовь вот к такому асфальту советскому. Не знаю, это какой-то вечный, мне кажется, продукт был. Он только может порасти мхом и травой, но останется там даже под метровым слоем земли. Вот такой вот. Вот здесь он накрыт, видите, уже полностью. Если там копнуть, вот он, пожалуйста, свеженький. Такой прочный. Какие-то звуки услышала сейчас. Стрёмные.
знаю, животные это или кто. Такой какой-то рев был. Стрёмный. Как будто кого-то раздирали. Надо срочно искать укрытие. Реально какой-то рев стрёмный. Ни лисичка там, ни собака, а что-то непонятное. Какая-то чупакабра. Так, ладно. Немножко ускорим шаг. Движемся. Подальше от этого места. Надеюсь, никакой медведь там или волк не гонится за мной. Хотела здесь привал сделать. Хотела здесь привал сделать на асфальте. Но что-то уже не хочу. Это правда было стрёмно, потому что сейчас время весна. Это никакой не лось, когда там ревут у них гон. Я даже не знаю, кто это мог быть. Такое ощущение, как будто кого-то рвали прям. Такое вот. Я тут убежала. Ну, конечно, сейчас точно нужно укрытие искать, потому что у меня были еще сомнения, может быть, сделать привал просто здесь, под открытым небом, там, допустим, на асфальте где-то расположиться на открытом пространстве. Но сейчас точно надо укрытие, потому что если здесь такое водится, кто-нибудь еще сожрет ночью. Так что все. Ищем дом или какое-то здание, чтобы там можно было более-менее в безопасности себя чувствовать. Потому что дикие животные, чувствую, здесь туда-сюда ходят, жрут друг друга. Или мутанты какие. Теперь все думаю, мог бы это быть медведь какой или нет. Вообще медведи здесь водятся, может быть и медведь. Но мне кажется, для медведя мелковат. Наверное, это какое-то что-то другое было. Медвежьего говна я тут на дороге не встречала. Но обычно они какают вот тут на дорожках, их всегда можно опознать. На тропах они какают. Какой-то стрёмный зверь. Нагнал на меня жути немножечко. Ну вот такое здесь есть, но оно на укрытие слабо подходит, совсем разрушенное. Идем дальше. Вот какая-то домушка. Давайте посмотрим, может быть там остался какой-то сектор, где можно спрятаться. Выглядит, конечно, печально. Никуда. Так. Ну, сама основная часть вообще полностью разрушена. Стоит, смотрите, это халабуда. Боюсь, что она сложится прямо на меня во время ночевки. Ну ладно, сейчас глянем. Очень осторожно. Что там внутри? Такой здесь полный хаос. Хотела дверь эту открыть, потом думаю, не стоит. Может, тут все так держится на соплях. Это крыша. Сейчас в окошко загляну. Ладно, хорошо, что это было не глубоко. Провалилась. Доски здесь совсем гнилые. Что здесь в окне? Видно. Там кровать какая-то. И все.
смотрите, кровать. И все. Ну, конечно, это никакое не укрытие. Так, чисто посмотрели. И пойдем обратно. Ну все, я отсюда ухожу. Здесь вообще делать нечего. Идем еще дальше искать. Заборчики поваленные и не поваленные остатки. Такое атмосферное все. Тут в кустах притаился еще один, но я туда даже не полезу, потому что я отсюда вижу, что он без крыши. Так что нечего терять время. Вообще это довольно-таки большое село. Село большое. Вы можете представить себе его масштабы. Вот мы с вами гуляем туда-сюда. Это без учета дороги, которая сюда шла. Вот такое село, все было отселено. И жизнь отсюда ушла навсегда. Больше здесь никто не живет. Теперь все во власти природы. Такой вот постапокалиптический пейзаж. И оказалось, что самое прочное это асфальт советский. Вот все, что остается, это вот это. Ни одного дома здесь с крышей нету. Посмотрим, может быть, хотя бы один какой-нибудь, хотя бы что-то, чтобы можно было отдохнуть безопасно. Потому что с такими звуками я боюсь оставаться без укрытия на ночь. Уж какая-то паранойя начинается. Кажется, что это прям со всех кустов. Короче, ладно, уже это в зоне не первый раз уже какие-то звуки постоянно преследуют. Слуховые галлюцинации или это что? Или это наяву так происходит? Какая-то аномалия. Но то рычание это 100% было. 100% было. Я не придумала. Вот такая жалкая лачуга здесь осталась. Без крыши тоже. Я тут набрела наконец-то на какой-то магазин или что-то подобное. Да, это магазин. Ура, хоть что-то. Фух, немножко выдохнула. Это, конечно, такое себе укрытие, но все-таки вот здесь есть какая-то комната, можно забаррикадировать, если что. Потом посмотрите, какие милые здесь таблички остались. Не знаю, что это было, вроде молоко или что. На что это похоже. Здесь какие-то цветочки. А здесь бурячок, свекла. Овощной отдел. Не знаю, что было. Дальше джунгли. Да, вот такая вот вещь. Этот магазин. Прям радостно аж на душе стало. У меня прям отлегло, что я могу спокойненько где-то заночевать в укрытии. Укрытие есть. Сегодня довольно-таки тепло, так что все должно быть нормально. Что здесь еще есть? В принципе, как бы и ничего нету. Ну, вот какая-то комната потайная.
овощехранилище. Сейчас оттуда кто-нибудь выпрыгнет. Нет, вроде никого нету. Все нормально. Здесь прям так уютненько аж стало в этом магазинчике. Ну, вот какой-то дом двухэтажный. Сейчас зайдем. Где тут вход в него? Так, я входа не нашла. Но хочу попробовать. А, вот с той стороны. Хочу попробовать сюда залезть. Здесь куча стекла. Битого и не битого. Вот, мы внутри. Ой, фон тут растет. Вот главный вход. Интересно, что это было за здание. Посмотрите, какая красота здесь пропадает. Зарастает. Вот такие. Может быть, это какой-то театр? Какой-то не театр, даже не знаю. Смотрите, здесь похоже, как будто бы это ДК был какой-то. Смотрите. Всякие такие советские серп. Что здесь еще? Маска. Ноты какие-то. Колоски. Мне кажется, что это был ДК. Такой барельеф. И его остатки на полу. Остатки былой роскоши. Ладно, друзья, буду с вами прощаться на этом. Всем спасибо за просмотр. Спасибо нашим спонсорам, что поддерживаете нас. Без вас этого видео бы не было, потому что вы даете нам возможность ездить сюда. Увидимся в следующем видео, а я буду располагаться на отдых. Посмотрим, что меня ждет за ночь и что меня ждет завтра. Все. Всех любим, всех целуем. Всем пока.